Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодняшний расклад поможет раскрыть его истинные чувства и мысли о вас. Если вам важно понять, что происходит в его сердце, какие эмоции он испытывает и какие намерения скрывает, этот расклад поможет расставить все по полочкам. Посмотрим с вами в ближайшие 30 минут все ключевые вопросы, которые касаются мыслей, чувств, планов и намерений возможного будущего, которое может развернуться в вашей реальности между вами, чтобы как можно глубже разобраться в вашей ситуации. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на загаданного своего человека. Сегодня мы сразу пойдем по ключевым вопросам из потока. И первый вопрос, который бы я хотел бы посмотреть, будет касаться мыслей. Мы посмотрим где-то по 5 вопросов. Да, вот так, мысли, чувства и так далее. Да, и первый вопрос. Давайте спросим, как он видит вас в своих мыслях. Вот он думает о вас и как он вас видит. Он видит вас главным человеком в его жизни. Но он видит вас также умной и властной или властным партнером. Умный, активный, знающий себе цену властный партнер. Вот так вот, интересно. Хорошо, а какие эмоции у него возникают, когда он думает о вас? Вот он о вас, кстати, я хочу сказать, отметить вам, что он думает достаточно часто о вас. Туз мечей, это, я вам так скажу, что можно так сказать, что вы не выходите у него из головы, да, вот так вот. Можно сказать, что вы не выходите из его головы, да. Хорошо, какие эмоции у него возникают, да, давайте посмотрим. А вот эмоции у него такие интересные, да, то есть есть какое-то подавление. Ну, у меня почему-то даже... Нет, тут все нормально, тут огонь с воздухом. Он эти эмоции пытается скрывать. Но эти эмоции не самые легкие, давайте так скажем. Как минимум ему или тяжело скрыть эти эмоции, либо эти эмоции лучше бы он и не испытывал, да. Не будем сейчас разбираться, давайте тогда спросим, что же скрыто в его подсознании. Вот, что скрывается за этой картой, да? Что скрывается за этим подавлением, да? Вот что скрыто в подсознании по отношению к вам. Вы знаете, ему кажется, что вы с ним холодны. Это, кстати, часто покойник или игнор. Вы его, по-моему, немножечко игнорите, да? Вот так вот. Хорошо. То есть ему кажется, что вы как-то странно реагируете на его эмоции, на него. То есть, ну, как будто бы вы его игнорите. У меня вот такой поток пока что идет. Хорошо, давайте спросим тогда, чего он действительно боится в ваших отношениях, раз так. Чего он боится в ваших отношениях? Ну, во-первых, несправедливости, неоткровенности, нечестности и, возможно, не партнерства. Но здесь знаете как? Возможно, что вы будете каким-то образом, учитывая вашу активность, к чему-то его принуждать, да, то есть, поэтому он, возможно, он не хочет вас потерять, но к официальному союзу он пока что не готов, вот так вот. Почему? Потому что вот есть некая холодность, как минимум, да. Хорошо. Тогда как он объясняет себе свои чувства к вам? Вот как он их понимает, эти чувства? Как он себе их объясняет? Как он объясняет себе свои чувства к вам? О, братишка. Братишка, ты попал в зависимость. 11 и 12 аркан. То есть, видишь, он хочет быть свободным в этих отношениях, равноправным и независимым.
Поэтому вот он и не готов. Поэтому он где-то и не готов, может быть, еще идти в какие-то серьезные отношения, ну, чтобы разобраться, допустим, будет ли он в этих отношениях страдать, будет ли он свободный, сможет ли он физически вытягивать эти отношения. Поэтому, скажем так, как он объясняет свои чувства к вам, он бы не хотел, чтобы вы страдали в этих отношениях. Он бы не хотел быть зависимым и делать вас зависимой от себя. И он может даже и объяснять, что я вот постепенно становлюсь зависимым от ситуации. Ну, как бы, ну да, когда ты связываешь, да, это же повешенный, когда ты связываешь свою судьбу, то ты углубляешься и входишь в кармические отношения, а он к ним не готов. То есть он еще пока не готов связывать с вами судьбу. Ну, не готов-то и не готов. К этому нужно быть готовым, да, вот к этим двум картам, да. Потому что сперва как бы союз, а потом зависимость появляется, да, друг от друга. Ну, окей. Хорошо. Он ищет где-то какой-то компромисс между свободой и зависимостью. Вот так вот. Или между зависимостью и независимостью. Какие тогда, давай спросим, мысли о вас он никому не рассказывает? Ну или какие мысли он замалчивает? Или о чем он молчит? Вот так даже. Реально есть такие мысли, что ему иногда много этих отношений. И он и скрывает эти эмоции, да. То есть иногда ему много вас в отношениях, ну, вас обоих. То есть он устает от отношений, пресыщается. И вот это вот страдание, оно рядышком как раз очень красиво ложится до карты. Поэтому вот какие мысли он никому не рассказывает, ну, блин. Ты меня задолбал, ты меня задолбала. Да, вот эти вот мысли, они, ну, реально получается, как бы он их тщательно скрывает, чтобы не обидеть как минимум вас, да, вот, ну, вот таким вот образом. Хорошо, переходим тогда в часть следующую, да, мысли мы посмотрели. Давайте теперь разглянем, да, рассмотрим его чувства и эмоции к вам. Давайте тогда так, вот, что он испытывает, когда вот очень близко к вам находится, да, или когда рядом с вами, что испытывает? Что ж такое? Вы его выталкиваете, вытесняете, что ли? Он хочет убежать куда-то, да, отдалиться. Что-то произошло, что ли, с вами? То есть он чувствует дистанцию. Холодная карта. Он чувствует похолодание, отдаление и остывание, да, вот такое. Хорошо, тогда чего ему не хватает в ваших отношениях? Чего ему не хватает в ваших отношениях? На вот это вот, да, или что его гнетет, наоборот, да? Ого. Ему не хватает, во-первых, здоровья, не хватает энергии, не хватает тепла и не хватает ресурса, денег. То есть он может быть не уверен в себе, или женщина может недополучать чего-то в материальном плане, как минимум. То есть, ну, не хватает где-то взаимности все-таки. То есть брать, давать не хватает, да? То есть то, что он дает, и то, что он получает, оно не соответствует. Что-то упало, интересно. Ну ладно. Хорошо. Тогда давайте посмотрим, какие чувства он пытается подавить. Какие чувства он пытается подавить? Глубокие чувства. Он любовь в себе давит, между прочим. Рыбы — это самые глубокие чувства, и это искренность. Поэтому он как минимум задавливает свою любовь к вам. Ну, брать, давать. Вот здесь, кстати, обмен — это торги. Здесь болезненный уже обмен идет, а здесь вот брать, давать. То есть, ну, где-то он не считает или не чувствует, что то, что он дает, а адекватно назад он не получает. Ну, окей, бывает. Ну, это у любого партнера может быть, и у вас то же самое может быть. Хорошо. Ну, тогда давайте спросим, чувствует ли он вину и сожаление за что-то, да, вот здесь правосудие, как бы обвинять, а тут вина и сожаление. Есть ли у него чувство вины и сожаления?
Да, чувство вины и сожаления за охлаждение, за агрессию и за конфликт, которые у вас могут быть вот недавно или вот-вот, да, то есть он, может быть, даже и хочет с вами поконфликтовать, но пока не может найти причины, по какой причине с вами конфликтовать. Хорошо, тогда чувствует ли он, видите, агрессия пошла, чувствует ли он ревность и собственнические такие эмоции, правообладание, да, на вас? Я бы сказал, что все-таки да, больше да, нежели нет, потому что все-таки он не готов вас пока терять, но и не готов сближаться. Почему? Потому что все-таки охлаждение и нехватка чего-то, дефицит как минимум денег, внимания, любви, тепла, заботы, адекватных реакций, то есть здесь есть конфликт, но он не готов вас терять, поэтому ревность здесь может быть, то есть он все-таки больше склоняется удержать этот союз пока что из тех карт вместе, да, вот на чувствах на этих, поэтому даже вот эти эмоции позитивные, которые между вами, они перевешивают больше негативные эмоции, да, поэтому пока все-таки позитива там на йоту больше, этого хватает, чтобы сохранить эти отношения, да. Хорошо. Давайте тогда спросим его чувства, когда вот как он реагирует на ваши успехи какие-то, да, на ваши успехи или на перемены. Ну, адекватно, я бы сказал. То есть он не завидует вам, вашим успехам, и на позитив он отвечает позитивом, на негатив негативом. Поэтому тут уже не только в нем проблема, да, условно говоря, но и в вас. То есть у вас обоюдная, как бы, есть, ну, вот на уровне его чувств и мыслей есть два союза, двое весов, да, то есть и вы, условно говоря, где-то не дорабатываете в этих отношениях, но и он что-то не дорабатывает, да, то есть и вам не хватает, условно говоря, и ему не хватает, ну, вот таким вот образом. Ну, окей. Хорошо, давайте тогда посмотрим, Вот мы уже посмотрели с вами мысли, чувства и можем перейти в уровень сомнений, да, вот, или внутренних противоречий, да. Вот что заставляет его сомневаться в ваших отношениях? Вот эти вот проблемки посмотрим. Что заставляет сомневаться? Ну, пока что он не уверен в себе. Он может ревновать вас к мужчине, к другому, то есть заподозрить какого-то более серьезного партнера, чем он. Как минимум, если есть соперник, соперница, но здесь больше соперник, больше о мужчине речь, да. Ну и в себе он до конца не уверен. То есть не уверен как минимум в материальном каком-то, да, вот моменте. Сможет ли он обеспечивать, сможет ли он там помогать и так далее. Ну и в себе. То есть материальный и внутренний фактор, да, как в мужественности своей. То есть есть некая еще пока инфантильность. Хотя, ну тут рыцари, я бы не сказал, что они такие прям инфанты, но все равно, тем не менее, ему чем-то не хватает материальной уверенности в себе. Хорошо, тогда давайте спросим, как он ведет себя на публике по отношению к вам и что за этим скрывается? Вот такой вопрос, да, вот это больше такая публичная карта, то есть, ну, вот как бы и проверите, как он себя ведет. Ну, он старается вести как можно лучше себя, но бывает и не очень хорошо получается. Что за этим скрывается? А скрывается за этим стремление улучшить ситуацию, но не ухудшить. Не всегда у него получается улучшить ситуацию, и не всегда, иногда получается и, знаете, хотелось как лучше, а получилось как всегда. Вот так он себя ведет как-то. Поэтому всегда по-разному, но не из стремления ухудшить, да, или нагадить, а из стремления выглядеть как можно лучше, как минимум как для себя, как для мужчины, да, или как для женщины, да, то есть пытается играть роль позитивчика такого, да, хотя оно не всегда получается. Окей. Ну, не всегда получается быть самим собой. Вот такое у меня почему-то идет поток здесь. Окей. Хорошо. Ну, давайте тогда спросим, а есть ли у него внутренний конфликт по поводу вас? Да, есть, и он глубинный.
То есть здесь эмоции, и здесь, знаете как, вот сейчас я вашу пару представлю, как лебедь, рак и щука. Ну, может быть, кто-то есть, может, он ревнует, может быть, действительно у вас кто-то есть, да, и он знает или догадывается. Может быть, вы ревнуете его, что еще кто-то там есть. Поэтому Луна, да, у него очень глубокий внутренний конфликт по поводу вас. Но, как минимум, здесь есть недоверие, и здесь есть какие-то предчувствия, и, знаете, он сам себя накручивает еще внутри, вот такое идет. Хорошо. Ну, давайте спросим, а как он видит вас по сравнению с другими женщинами или мужчинами, да, тут кто, смотря кто как смотрит. Как он видит вас по сравнению с другими? По сравнению с другими вы хорошая или хороший. По сравнению с другими он все равно испытывает к вам чувства, и он вас больше любит, он вас выберет. То есть вы на первом месте, туз. Поэтому, ну, вы ярче, вы эмоциональнее, вы чище открытий. Понимаете, да? То есть, если между вами что-то есть и не очень хорошее, то есть еще хуже. То есть, вы не на самом дне, и я вас поздравляю, как говорится. Ну, чистый, открытый, да, или чистым, открытым, любящим, и есть чувство. То есть, искренним даже, да, вот так. Более искренний, более чувственный, более открытый. Хорошо. Вот смотрю я на вот эту, да. А мы же в области внутренних сомнений. Вот какое ваше качество ему нравится больше всего? Вот эта вот комбинация. Ну, вы человек, который может быть рисковым. То есть вы, ну, давайте так скажем, ваш авантюризм, ваше бесстрашие и ваше умение идти на пролом и распутывать какие-то ситуации, которые он пока еще не готов решить. То есть где-то может быть даже ваше умение брать ответственность на себя в какой-то критический момент, да, в сложный момент. Вот. А как он себя ведет, когда по вам скучает? Что-то пришло такое, да, вопрос такой. Он по вам скучает и... Ну, во-первых, когда он скучает, тут, смотрите, на одном краю император, а на другом императрица, да. Он действительно погружается в такую глубокую эмоциональную, ну, давайте, хандру и тоску. Он за вами тоскует, скучает. Может отправляться к маме. Для него мать имеет большое значение. И ему вас не хватает как мамы. Особенно если у него было какие-то сложности, ну, в прошлом. Или с мамой. Или не хватало мамы. Или мама не занималась воспитанием. Или мамы мало было. Ну, вот так. Может ли он здесь быть... тянуться к другой женщине? К сожалению, да, здесь пресыщение, здесь весы как бы на двоих, а здесь императрица. То есть может ли у вас быть соперница? К сожалению, да. Вот. Может сваливаться на других женщин, обращать внимание, то есть с кем-то общаться, ну это, то есть тянуться к кому-то другому, да, то есть переводить свое внимание с одного человека на другого, да, это может быть. Ну, вот такие вот внутренние конфликты. И знаете как, все-таки у меня почему-то такое ощущение. Ему не хватает вашего тепла именно. Это и есть конфликт какой-то. Хорошо. Давайте следующий блок. Да, вот этот вот горизонталь или блок, как он можно назвать его. Она будет... Вот посмотрим планы и намерения здесь его. И первое, что мне идет вот здесь, да, как он другим объясняет свое отношение к вам? Ну вот представьте себе, другим. Ой, я все могу, я справлюсь, все зависит от меня, то куда она денется, и вообще я как скажу, так и будет, и как я палочкой махну, да, волшебной условно, не той палочкой, которой вы подумали, а именно вот волшебной. Вот так и будет, то есть она полностью от меня зависит. Вот видите, как интересно. То есть я ее там околдовал, я ее контролирую, и женщина точно так же говорит. У меня волшебная палочка, он в моих руках. Слышите, это если вы мужчина смотрите.
Окей. Хорошо. Ну, давайте тогда спросим. Вот больше всего, что вас привлекает, вот то, чем вы его зацепили, взяли за живое, да? Но тут или вы две родственных души, хотя это материальный мир, и он не о душах. Ну, тут Луна просто рядом, поэтому и так и говорю. То есть вы как будто бы вы родились друг для друга. Либо деньги, ресурсы и материальный мир. То есть ему с вами комфортно на материальном уровне. И ей с вами комфортно. Мужчины, смотрите, с другой стороны. Да. Хорошо. Тогда какие у него вот тогда намерения по поводу ваших отношений? Добиться вас, добиться успеха. То есть он, видите, несмотря ни на что, человек такой. Он хоть может быть и не такой пробивной, как вы, да, или не такой дерзкий, резкий, да, более мягкий может быть человек. Но он все равно настойчивый, поэтому добиться успеха, добиться своего, видите, туз жезлов здесь, а здесь 9 жезлов, здесь мужчина будет добиваться. Да, он может что-то не понимать, он может складывать какой-то пазл, но он его сложит, поверьте. Да. Хорошо. Давайте спросим, боится ли он вас потерять? Тут как раз союз, да, получается, как бы. Боится ли он вас потерять? Вот он союз. Вот страх. Вот чувство. Но он пока не готов. Страха особо не вижу. Есть сомнения. Но как бы это выбор, поэтому он не хотел бы вас терять. Не хотел бы вас потерять. То есть, ну, можно сказать, что это боится, но это не страх. Это больше склоняемость к вам. Понимаете? То есть это где-то какие-то чувства, от которых он не может избавиться. Да, иногда там перекрывает и сильно много вас, да, или вы сильно холодны, но он пока не готов вас терять, как минимум. Но не боится. Давайте тогда спросим, а готов ли он делать шаг навстречу и ждет ли от вас каких-либо действий? Да, он готов делать и шаги навстречу, и готов, и ждет от вас конкретных действий. Вот так вот. Хорошо. Что он сделает в следующем, ближайшем будущем? Или давайте так. Какой его поступок станет следующим? Очень неоднозначный, противоречивый, и, возможно, будет какой-то конфликт. Вот, конфликт у нас в степени будущего лежит, да, в зоне будущего. И здесь это все, поэтому, скорее всего, он с вами поконфликтует. Ну, возможно, вам и нужно вот как бы пойти уже в конфликт наконец-то, сколько можно, да. Хорошо, а давайте тогда вот как бы на будущее посмотрим. Что может его заставить уйти или отдалиться, да, вот чем вы его можете оттолкнуть? Чем вы его можете оттолкнуть? Ну, чем больше вы будете закрыты и холодны, тем сильнее вы его отталкиваете. Еще его, может быть, отталкивает ваша магия. Но если у вас есть соперница, и вы о ней знаете, то это может быть магия соперницы. Вот она тут выпала, да, это жрица. Поэтому разбирайтесь в своей магии, в своей энергетике, я имею в виду. Ну и в магии соперницы, в энергетике соперницы, и не магичит ли она, да, и что она там делает, это уже тайна, да, здесь выпадает какая-то тайна. Ну и чем более закрыты вы будете и холодны, тем сильнее вы его будете закрывать к себе или отдалять. Давайте тогда спросим, как бы он хотел, чтобы развивались ваши отношения в дальнейшем? Вот как раз. Ну, видите, ему вот не хватает именно заботы, любви, материнства, поэтому вот эта карта, она больше о маме, да, или о каком-то тепле женском. Не знаю, почему так, но вот этот расклад, он холодный, видите, он начинается с туза мечей, да, и он такой сквозит тут холодом, да. Холод, 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 тоже холод и очень горячо, да, то есть, ну, это уже как бы сильно обжигающий холод, да, вот так выходит. Поэтому
ну, он бы хотел, как бы, скорее всего, он видит где-то образ семьи, образ заботы, матери. Вот такое, да, женщина, которая рядом, близка, которая как бы заботится о нем. Ну, не хватает заботы. Почему-то у меня вот такое идет сквозь этот весь расклад. Хорошо, давайте тогда спросим, а вот что может кардинально изменить его отношение к вам? Ну, давайте в лучшую сторону. Что может помочь изменить эти отношения в лучшую сторону? Ну, во-первых, нужно быть мудрым. Это целитель, то есть нужно как-то стремиться исцелить эти отношения. Неспешность. И чем меньше здесь деталей, тем лучше, да, то есть чем меньше посторонних, тем лучше. Чем тише, да, вот счастье любит тишину, вот здесь это работает. Вот оно счастье, тишина, да, вот такое. То есть, ну, что может помочь? Тайна между вами. Тайна между вами, да. То есть храните эту тайну между вами и раскройте друг другу тайну. И, может быть, поймите друг друга в этой тайне, да, вот так. Давайте спросим, есть ли что-то, о чем он жалеет в ваших отношениях? Ну, он может жалеть о деньгах. О деньгах, это деньги всегда. И может жалеть о том, что вам дал больше, чем мог. Или не додал чего-то, вот так вот. То есть тут в материальном аспекте нужно разбираться, что он дал, что он взял, вот так вот. Хорошо, хорошо. Давайте тогда спросим, какой здесь есть главный риск для ваших отношений? Видите, страшный суд. Главный риск – это риски часто. Ну, первое – это деньги. Второе – это если вы ничего не будете менять. И третье – это жлобство. Вот это три главных риска. Деньги, жлобство и неготовность, ну, ему измениться и вам измениться. Да? Потому что тут динамика, тут трансформация и так далее. Хорошо. Какой главный совет могут дать вам карты по поводу вашего партнера, по поводу этого мужчины или женщины? Не стой на месте, действуй, помни о том, что гордыня – это грех, и не откладывай на завтра то, что можно и нужно делать сегодня, уже прямо сейчас. И давайте такой блиц, добавим несколько вопросов. Ну вот первое. Пойти ли на встречу первым или первой? Пока не нужно торопиться, лучше, если это сделает мужчина. То есть не торопитесь идти навстречу, но и не остывайте. Это раз. Но мужчина здесь как бы перспективный, ресурсный выпадает. Но вопрос все равно о том, идти ли навстречу первым. Нет, притормозите. Король Пентаклей — это совсем медленная карта, поэтому не торопитесь. Что вам делать не нужно? Ну, возможно, пока не нужно принимать все близко к сердцу, но и резко открываться тоже не надо. Присмотритесь. Почему-то такой совет идет. А объясняться в любви тоже не торопитесь. Дайте еще время настояться. Может быть, должен быть какой-то конфликт, и там вскроются все тараканы. Окей. А что вам делать нужно? Но шанс давать нужно, интересоваться нужно. И, ну, проявлять инициативу, но без фанатизма. Почему-то так. Давать шанс на возвращение можно и нужно здесь. Ну, может быть, где-то почему-то мне сейчас пришло, что нужно сыграть наивного дурачка или наивную дурочку. Сыграйте. Ну, как сыграть роль такого человека. Уйти или остаться? Ну, я бы сказал, пока кружиться и остаться, да, то есть быть в поле зрения, то есть остаться, не уходить. Можете ли вы быть счастливыми вместе друг с другом здесь? Да, помните, я сказал, что здесь у меня есть подозрение на родственные души. Ну, как бы
Вот карта про родственные души. Я скажу, да, есть возможность быть счастливыми, да. Но этот вопрос объединения, он требует некого искусства. А искусство, оно всегда оттачивается, да. Это как бы некий уже, ну, между вами, да, искусство ваших отношений. То есть некий уровень душевной близости. Смотрите, вода, вода, вода. И умение не выкипятить эту воду, да, вот этим огнем. Оно зависит от вашего искусства комбинировать стихии в ваших отношениях. Землю, воздух, огонь и воду, да. То есть чувство, разум, материальный мир и намерение, да. Ну, магию где-то вашу. Хорошо. Будете ли вы вместе? Шанс такой есть, да, и шанс на то, что вы сохраните эти отношения и они перейдут на какой-то другой уровень, весьма высоки. И этот расклад показывает вам общую картину мыслей, чувств и намерений. Однако он общий, и для того полного понимания вашей ситуации, и если вам резонируют отдельные моменты, лучше обратиться за личной консультацией, чтобы получить ответ именно по вашей ситуации. Если ты сейчас чувствуешь, что это правда, значит этот расклад именно для тебя. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые выпуски на моем канале. Мира вам и вашему миру. Будьте в курсе всех секретов его и ее чувств. Оставайтесь на связи и до скорых встреч. Пока-пока.